Привет-привет! В этом видео мы хотели бы разделить с вами историю нашего переезда в то место, где мы теперь живем. На самом деле это было грандиозно, масштабно. В какой-то степени мы сами не верили в то, что мы пошли на это. И до сих пор порой не верится, что у нас все это все-таки получилось. А если вы хотите узнать, где же мы теперь живем, в каком месте, досматривайте это видео до конца. А вообще в этом, наверное, нет нужды, потому что мы теперь живем в парке под этим деревом. Вот, все. Ну что, поехали? Ну что ж, начать эту историю я хотел бы прежде всего с ответа на вопрос. Вопрос, который нам задают чаще всего, а именно почему? Почему же мы решили переехать? Ну и вот, отвечая на этот вопрос, я, наверное, должен вспомнить себя в далеком детстве, потому что на самом деле мысли о том, что я буду жить где-то далеко за пределами стран бывшего Советского Союза, появились у меня еще в детстве. А причиной тому был мой отец, который всю свою жизнь, практически всю свою жизнь путешествовал по всему миру. И вот, возвращаясь домой, он привозил огромное количество эмоций, впечатлений и, главное, историй. Истории о том, как люди живут. Именно тогда, в детстве, я осознал одну истину, которая, как мне кажется, обрела особый смысл в наши дни. И заключается она в том, что на нашей планете не существует плохих наций. Есть, пожалуй, плохие люди. Равно как и то, что не существует лучших наций. Есть по-настоящему хорошие, особенные люди. И вот почти 10 лет назад я впервые сам оказался за границей, и я понял, что это правда. Вот, пожалуй, это и есть причина того, что мы приняли такое решение. И, конечно, было еще множество разных мелких и крупных факторов, поводов принять такое решение, но об этом можно говорить долго, и, наверное, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. В конечном итоге, завершающим этапом планирования всякого путешествия является этап сбора чемоданов. Ну вот и для нас настал этот день. Многое позади, но расслабляться было еще рано и вообще некогда. А наш совместный богатый семейный опыт длительных командировок мотивировал нас начать собирать сумки за неделю до вылета. И на самом деле этого казалось вполне достаточно, чтобы сделать это без спешки, лишних нервов и даже успеть отдохнуть перед началом путешествия. Наши предположения оказались слишком оптимистичными и, надо признать, ошибочными. Потому что кончилось это тем, что перед выездом в аэропорт мы при моральной и физической поддержке наших дорогих друзей яростно пытались выиграть эту бесконечную партию в адский тетрис, постоянное перекладывание вещей из одной сумки в другую, контроль веса, проходят ли наши сумки по весу или нет. В общем, эта партия в тетрис, казалось, никогда не закончится, но командными усилиями мы таки одержали эту победу. Ну, а далее нас ждал процесс регистрации этого неприлично большого объема вещей, получение посадочного талона на нашу любимую собачку и всего-то 27-часовой перелет в Буэнос-Айрес. О да, мы выбрали для себя такую далекую, но вместе с тем прекрасную, колоритную и до головокружения свободную Аргентину.
Ну, о причинах нашего выбора, я думаю, мы поговорим в другой раз, потому что тут есть много о чем рассказать. Я думаю, многим будет интересно. А пока нас ждал перелет. И больше всего мы волновались за нашу собаку, потому что это был первый в ее жизни перелет. Но, как ни странно, она перенесла его так, словно путешествует самолетом она всю свою жизнь. Так что, Лиля, ты наш герой. Потому что, если честно, для нас это было очень непросто. Но вместе мы справились, потому что, как бы там ни было, мы всецело влюблены в жизнь. А это значит, что для нас не может быть преград, пока мы живы. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте, проявляйте любую активность, задавайте вопросы, потому что на самом деле у нас очень много информации, которая может оказаться полезной для вас, и вообще много о чем есть рассказать, поэтому надолго не прощаемся. До новых встреч! Называется, хотели снять собаку, а собака ушла за кадр. Лиля! Лиля! Чё? Вот видит камеру и такая, все, я не буду сниматься. Ты что за сопротивление при аресте? Лильча, привет! Звезда. А оно, интересно, прекратится когда-нибудь? Называется, мы выбрались поснимать, и тут Мы сидим под деревом, и на меня кто-то насрал с дерева. Какие-то птицы. Вот. Видеоблогинг.